Привет, меня зовут Тарас. Как вы понимаете, в Экодрифт прибыли первые S22 Pro. Это рестайлинговая версия S22, отличие существенное. Новый двигатель и подвеска на роликах. Забавно, что тестовое колесо завод прислал без аккумуляторов, а следом приехали S22 Pro, но в золотом исполнении. Сучка ты крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Наше тестовое колесо мы сразу разобрали, и далее будет довольно большая часть именно с разборкой и комментариями. Затем идут первые пробы в собранном виде и наш специальный гость Станислав, владелец допиленного S22. Его мнение мне показалось наиболее интересным, так как он хорошо знает S22. Плюс получилось живьем оценить разницу между заводской роликовой подвеской и его допиленной. Под видео оставлю тайм-коды на все фрагменты, чтобы быстро добраться до интересующей вас информации. Ошибки, замечания, вопросы – все это оставляйте в комментариях, я их периодически мониторю и даже отвечаю. Колесо нам прислали, увы, без батареек, поэтому мы на нем не смогли поездить. Мы его сразу разбираем, посмотрим, подкинем какую-нибудь батарейку потом для проверки. Визуально контроллер точно такой же. Ну, как мы уже не раз отмечали, прокладочки здесь уже нет, просто много термопаст. А герметик там, к сожалению, просто для виду. Лучше залейте заново все здесь герметиком. Верхние проушины амортизатора имеют полностью идентичную конструкцию. Ничего не поменялось. Мотор почему-то выкатывается с каким-то усилием. Он как будто там подзалипает. Сколько роликов, какая красота. В ряду 8 роликов, 4 ряда, всего 32 ролика. Крышка батарейного отсека также у нас тут подпилена напильничком с завода. А сам паз сухой, там нет никакой смазки, она и не нужна. Там теперь ездят ролики, все сухо. Очень сильно затянуты, винты крестовые, даже не хочется откручивать. Оп, о, один сорвался. Один ролик открутим, просто посмотрите. Каркас с боксами под батарейки точно такой же, мы его даже разбирать не будем. Снимаем рамку, чтобы разобрать двигатель. Двигатель здесь новый, так что интересно посмотреть, что там будет внутри. Так, сразу попробуем открутить эти винты, посмотрим, насколько сильно они затянуты. В этот раз фиксатора добавлено ровно столько, сколько нужно. Но не на всех винтах. Фиксатор другого типа добавлен. С этой стороны все 4 винта у нас сорвались без проблем. Эти винты, кстати, очень опасные. Они могут у вас открутиться и процарапать кожу. Нам нужно вот эти нижние части рычагов снять, чтобы снять подвеску все целиком. Не очень удобно они откручиваются, и винты там такие себе. Будьте осторожны, если сами разбираете, там шлицы слизываются на ура. Вот эту вот деталь мы сейчас открутили, чтобы можно было снять подвеску. Достаточно ее одну открутить. И, кстати, здесь они каких-то шайбочек добавили. Они шайбочки эти проложили между этой деталькой и рычагом, чтобы меньше люфтило, потому что раньше там вообще был сильный люфт. И все бы хорошо, но у нас остался последний винт. Да не надо его срывать, давай. Я попробую еще раз. С ним явно что-то не так, надо греть. Откручиваем кабель-канал, чтобы его не расплавить. Греем не открутившийся винт. Пытаемся сдернуть после прогрева, она не идет. Пошла. Пошла, милая. Что там за винт? Что с ним не так? Вообще удивительно. Точно такой же фиксатор, также его немного. Тоже заводской.
Но почему-то этот винт не хотел страгиваться никак. Винтики легко откручиваются. Даже дополнительно сорвать не обязательно. А к этому винтику есть вопросы. Угу, поднялась. Подшипник 6912. Надо узнать его стоимость. Интересно, что новая крышка, она больше по диаметру, и она намного толще. Ну и внутри она там какая-то выгнутая сильнее. Ну да, у них вогнутость разная, но это сложно тут на видео понять. Ну поверьте, в общем, новая крышка она толще и вогнута внутрь сильнее. Ну, старый подшипник такой тоненький, а новый сделали его какой массивный, большой. История V11 повторяется. Первые подшипники были тонкие, вторые стали толстые. Ну, у меня такие же подшипники, 6000 километров, и не знаю, у меня никаких проблем нет с этими подшипниками. Блин, на крышке здесь вместе с герметиком следы ржавчины. Ротор дал ржавчину, непонятно, как они так с завода все это собирают, что опять ржавый двигатель замучили. По статору термодатчик каким-то таким сухим клеем приклеен, непонятно на намотке, но, как обычно, просто вот здесь жилка выбивается. Здесь еще жилки выбиваются. Здесь перехлесты непонятные пошли. Магнитопровод чистый, как будто даже пошлифованный. Может, он и был ржавый, но они его отшлифовали. Красиво выглядит. Тут ржавчины нет. Ржавчина только на стальной подложке под магнитами. Это, кстати, вот статор просто после проворота от S20 старый. И Анатолий говорит, что здесь герметик лучше. Вообще ему по качеству он больше нравится. Ну, тут герметик, а тут какой-то типа клей-момент или что-то такое прям сухое. Вот здесь вот на кабеле уже этот герметик ослоился. Он не держит. Ну-ка, да, увеличим. Ух, елки. Слушай, что-то мне этот герметик не нравится тоже. Какой-то нездоровый герметик. Новый статор сверху, он явно шире, существенно шире. Наверное, мощнее будет. Это у нас старый статор от S22, 29 миллиметров. Это новый двигатель HH с маркировкой HH. И он у нас 33 миллиметра. Старый обод 30 миллиметров. Новый обод и магниты 33 миллиметра. Что же касается веса, я взвесил прибывшая новенькая S22 Pro в золотом цвете, и ожидаемый вес получился больше почти на килограмм. 35,3 – это вес без подушек и седла. Хотя в ногах разница в весе не ощущается вообще никак. И все-таки ошибся во время разборки. Боксы батареи имеют отличие от старой версии. Это пропилы под роликовые резьбовые слайдеры. Они стали шире, а King Song выпускает ролики в двух версиях. С резьбовыми соединениями роликов и штырьковая версия, где ролики просто нанизываются на оси. Обе версии роликовых направляющих будут в продаже в Экодрифте. Резьбовая версия выглядит надежнее. Именно так комплектуется S22 Pro с завода. Штырьковая же версия подойдет для апгрейда старых S22, потому что не требует расширения пазов. Эта версия получается аналогом тех кастомных слайдеров от ZEP, что мы ставили в наш старый, самый первый S22. Именно с ним и получилось наше сравнение в шоуруме. Покатались на том и на другом. Заводские ролики по ощущениям работают чуточку мягче и совершенно без звука. И, видимо, это из-за того, что наша старая S22 уже довольно много повидала. Получился более тяговый двигатель, но пострадала холостая раскрутка. Теперь это всего лишь 103 км в час. Но при этом максимальную скорость 70 км в час King Song не стал делать ниже. Контроллер, аккумулятор те же. Ребятам в целом понравилось. Отметили по ощущениям, что S22 Pro лучше реагирует на разгон, но я решил прокатиться в лес. Погода стояла морозная, снег в лесу был утоптан и укатан.
Если вы смотрели наш обзор, который вышел летом прошлого года, то заметили, что по S22 отзывы получились не очень лестными. И мое мнение касаемо удобства использования колеса не изменилось. Все эти ручки, ширина корпуса, фары – это все я лично записываю в недостатки. Особенно езду сидя. Но в этот раз я вооружился кастомными, кожаными, комфортными подушками. Классная погода, действительно хорошо работающая подвеска. И вы знаете, я получил огромное удовольствие. Не зря говорят, что подвеска S22 – это именно про бездорожье. И хотя я не прыгал никакие дропы и в целом езжу довольно осторожно, но уверенно держать 40-45 км в час по волнам снега – это кайф. Пока я туда-сюда ставил камеру и парковал колесо в снег, увы, но промерзли батарейки. И колесо стало поднимать педали на 30 км в час. Ехать быстрее 36 у меня уже не получалось, так как педали слишком сильно задирало. И это было обидно, потому что этой скорости мне уже не хватало. Еще и GoPro-шка села на морозе, как только я включил запись. И поэтому настает очередь Станислава. Приветствую всех любителей подвески и внедорожной езды. Являюсь владельцем S22, сегодня попробовал S22 Pro. Далеко ехать не стали, покатались рядом с шоурумом Экодрифт. И Станиславу этого хватило, чтобы сделать выводы. От себя еще замечу, что допиленная подвеска на колесе Станислава немного, но работает лучше. Она легче страгивается, хотя при езде эта разница практически неуловима. Я думаю, что здесь уже влияет доводка рычагов. А может, еще что-то. Могу сказать, что тяга очень хорошая. Все остальное то же самое, но тянет значительно лучше. Процентов на 30 лучше, наверное, если не больше. Хочу себе такой мотор. Или просто целиком колесо. Очень здорово тянет. Удачи на бездорожье. И, увы, но в таком обновленном варианте с завода отсутствует какая-либо защита роликовых слайдеров. Очень желательна установка дополнительного кожуха арки вместо штатного крыла. Кастомные кожухи тоже продаются. Что ж, рестайлинговая версия S22 в целом получилась интересной. По надежности, это как обычно покажет время. Но особенно радует, что апгрейд направляющих будет доступен и для старых S22. И этот вариант я точно рекомендую. До скорого. Пока.